Всем салат, дорогие друзья, my dear friends, мы будем играть в Call of Duty Warzone Mobile. Я не фанат вообще Warzone и не люблю королевские битвы, так как, не понимаю их сути, ты бегаешь по 20 минут по пустырям каким-то, лутаешься, и тебя потом мочат хер пойми откуда и хрен пойми кто. Как по мне, это не особо весело. Как ни странно, Call of Duty Warzone Mobile именно мне зашел. Вообще, на компе мне он вообще не нравится. PUBG там вам и речи не идет, чтобы я играл. Вот эта фигня мне вполне зашла. Сейчас я буду вам показывать, на каких настройках я, собственно, катаю. Визуальное качество у меня высокое. Максимальная частота кадров, давайте 60. Я знаю, что большинство любит 60 кадров, чтобы было. Смартфон у меня OnePlus 9, 256 памяти и 12 гигабайт оперативной памяти. 21 градус, собственно, на чипе, на GPU. И также тут установлен Snapdragon 888. То есть процессор довольно горячий, но очень мощный. Некоторые говорят, он начинает тротлить, когда нагревается. Сейчас мы это все увидим. Я выбираю карту самую тут большую на данный момент. Это Верданск. Очень не хватает ее на компьютере. Хотя, кого я обманываю, в компьютерную версию я не играю, потому что меня там все мочат. И вообще не понимаю Call of Duty, никакой разрушаемости. Как-то там все скучно. Стреляешь по дивану, с него летят не перья, а, камни, как будто ты стреляешь по стене. Не знаю, все эти мелкие приколы мешают моему погружению. Но пушки тут звучат довольно-таки неплохо. Очень приятно, мне очень нравится на самом деле. И поэтому мы будем сейчас играть в данную игру. Ладно, пока ищется игра, я поставлю на паузу. Так, вот у нас началась уже разминочка. Сразу оговорюсь, не ругайте меня за жестко плохую игру, так как я игрок довольно-таки посредственный. И, как я уже говорил, в королевские битвы, да и вообще в шутаны, в мобильный гейминг играть не особо умею. Тут, кстати, в игре есть гироскоп, кто не знал, пользуйтесь. В настройках ищите, он там есть. Если не нашли, значит плохо искали. Так, чтобы тест наш был более, так сказать, трушный, я снимаю не на запись экрана, а на другой телефон, а именно Samsung Galaxy A30s с 3 гигабайтами оперативки и 32 памяти. И сразу говорю, дрова, конечно, те еще, поэтому не вздумайте его брать. Для игр он абсолютно не подходит, да и вообще телефон довольно медленный, но как второстепенный пойдет. Хотя, когда я его покупал, мне казалось, что он крут. Так, еще раз, смотрите, 27 градусов. FPS вы видите на экране, я его вывел. Сейчас у нас 79% этого самого батарейки. Что там, описаться или что там написано? Сука, Call of Duty это такой, конечно, парад скинов. Я просто не могу. Эта фигня еще когда-то себя позиционировала как милитари шутер. Так, все, мне надоело описываться. Пошлите воевать. Вон, сейчас будет файт. Да давай уже. Давай перезаряжайся, ты коза. У них работает БПЛА. Так, на FPS довольно-таки стабильно. На цифрах нестабильненький, но я все чувствую максимально плавно. Телефон уже начинает быть немножко тепленьким. Только что был микрофризик, но это не страшно. Начало игры все-таки как-никак. Да, настройки вы увидели, у меня высокие стоят. Еще там что-то в загрузке говорило, что типа чем больше играешь, тем лучше графика будет. Но я, честно говоря, не понял, как это работает. Сейчас меня тут прихлопнут, я чувствую, надо взять пушку. Дайте пушку же кто-нибудь. Есть пушка? А, он все сдох. Дай мне пушку уже, есть пушка? Блять, где тут оружие взять, а? Сейчас забежим в хатку. Верданск это ж по типу Донецк, да? У них работает БПЛА. Когда-то ныне был прекрасный город. Принимал евро, всяких американских певиц ртом. А сейчас он принимает только путинскую шляпу. Да не будем об этом. Собственно, ДНР, вы сами знаете, что такое ДНР.
Противник высаживается в районе операции. Да давай ты. Да блин. Не хватило патры моей точности. Моя кривизна рук все-таки ниже среднего. Так, а если я прыгну туда? А где мои тиммейты, только я не понимаю. Не-не-не, зайди обратно. Противник высаживается в районе операции. Ну, графика хорошая в игре. Не знаю, видно вам или нет. Но это прямо не мобильный движок, это порт компьютерной версии, чтобы вы понимали. Многие жалуются, что их телефоны не тянут, все лагает. Ну вот, ребята, OnePlus 9, 12 оперативы, Snapdragon 888 тянет, ну, как вы видите, очень даже играбельно. Это я сейчас вам показываю, как я играю просто, без, ну, я не подключаю там Bluetooth, у меня без наушников. И вроде бы с Bluetooth будет сильнее нагрев, там, возможно, FPS больше просядет, но я точно не знаю. Но в следующий раз мы затестим с Bluetooth, я буду играть с геймпада. Все-таки более привычно. Как видите, нагрелись мы даже не сильно, всего 36 градусов. В комнате, конечно, мне не сказать, что тепло. Ой, что я сделал? Так, кто вообще я? Какого я цвета? Второй, да? Так, давайте к нашим кентам вернемся. Противник высаживается в районе операции. Вижу движение. Опа. Пациент. Вот что мне не нравится в Warzone, не слышно шаги. Вот арена Breakout там игра, или, кстати, тоже надо затестить, правильно? Или еще какие-то там шутаны, ну как, не знаю, Counter-Strike в конце концов, ну слышно шаги, блин, врагов. Тут, не знаю, как будто люди вообще невесомые. Подлюка. Я сейчас, блядь, добегаюсь, пока меня не прихлопнут тут где-то. А, так я уже прихлоп. Крысак, скажете, ребята. Ну, я соглашусь. Не будем мучить человека долго. Прихлопнем его сразу. Что это у него такое? Кастов. Вот я не понимаю, почему в Call of Duty нельзя просто, ну, это многомиллиардная игра, как бы, с нормальным бюджетом, AAA. Почему нельзя придумать АК, там, ну, нормально. Какие-то модификации его. Тут, блядь, кастов 762 на 39, ну, то есть АКМ старый, это называется кастов 762, блин, кастов 545, то есть 5,45 калибром. Ну, это, как по мне, полный бред. Неужели не хватает денег на хоть похожие на какие-то названия? Но я уже не говорю и точные, и правильные. Мне так, не знаю, пахнет немного писюнами. Прошу пробачення. Что-то моя тима слишком жесткая попала, смотри. Гасят всех, никто еще не сдох. Настолько гасят, что не могут нокнувшего чувака добить. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Так, что мы имеем? 38 градусов. Кстати, нагрев такой себе. Не прям уже понятно, если вы будете играть под одеялом, ребята, то скорее всего у вас там все будет кипеть и будут фризы, будут просадочки, будут лаги. Батарея 76%, это мы уже сколько играем, там минут 5-6. Опа, пациент. Не-не-не, надо с прицелом взять пушку. Ай, подлюка. Приближается газ. Кто там прыгает? Нокнул. Ой, это по мне, да? Но карта вот классная, сама карта как дизайн мне очень нравится. А что вот это вот пищит? Какой-то сканер или что это такое? Что за ящик с припасами? Дайте мне припасов. Я вообще не особо понимаю Warzone. Если кто шарит, как в него играть лучше, чем я, наверное, вы сейчас в ахере с того, что я делаю.
Ну, хрен его знает. Я даже побеждал тут пару раз. Хотя, опять же говорю, ну, Call of Duty я вообще не фанат Call of Duty. Ну, иногда поиграть в что-то такое можно. Мне больше нравится, ну, не лечь сейчас говном Battlefield. Даже тот же 2042. Сейчас он довольно-таки резво играется. Ну вот на мобилке, не знаю, это прямо то. Мне кажется, уже все-таки мощности позволяют телефонов. Хотел бы, чтобы больше тайтлов с ПК портировали уже на мобилке. И чтобы моя библиотека Steam могла запускаться тоже прямо с мобилки, я мог кайфовать. Пусть даже в ухудшенном графоне. Эй, ты куда? Ну стоять, цыган! Прошу прощения сразу, цыган, это я так, шутя. Да давай уже прыгай сюда, черт. Поехали. А как тут пересаживаться с места на место? А, вот так? А, стоп, нет, нет, нет. Да я хотел пересесть, а не выйти. Так, 49 FPS у нас показывает, хотя, ну, не знаю, довольно плавно, на ощупь, как вы видите. «40 градусов тепла выдает наш телефон, что довольно-таки еще неплохо. Вот начиная с 45-46 уже начинается немного просадочки. Так-то да. Опа. Нокаут. То что такое? То тип, не? А, бля, то дерево. Да давай, что ты творишь, ты дебилище. Поехали уже куда-нибудь, давай, уже устала с карты. Все, погнали. Так. Уже 5%. Как видите, телефон, ну тут 4500 миллиампер, или как они там называются, держит заряд довольно-таки неплохо, очень приятно, мне очень нравится на самом деле. Да что оно выходит постоянно? Стой, стой. Вот мы приехали на Донбасс-арену, тут выступала Бейонсе. А теперь она ушатанная стоит. А все потому, что я 8 лет бомбил Бомбас, по мнению некоторых людей, хотя это абсолютно не так. Ой, бля. Куда эти демоны поехали? Так, а Call of Duty, кто там понимает? Нельзя же, да, зайти внутрь арены? Только внешне, да, можно бегать вокруг стен. Что-то не вспомнилось Battlefield, новые обновления, там добавили карту стадион, такая пехотная. Довольно-таки, кстати, забавная. Опа. Не заметил меня, старый. Вот по-любому человек играл, чтобы экономить зарядку телефона на плохой яркости, поэтому меня не увидел. Потому что я его увидел сразу идеально. Заметил бы он меня раньше, и результат был бы совершенно другим. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Так, безопасная зона сместилась, а я бегу что-то от безопасной зоны в сторону своих тиммейтов. FPS что-то уже не 60, а 49. Абсолютно, ну, не сказать, что это прямо заметно сильно на игре сказывается. Довольно-таки плавненько все. Вот эта часть, там где камеры уже верхняя, чувствуется такой уже более горячий телефон. 42 градуса, как мы видим. Ну да, вот 42 градуса, наверное, поэтому и немного стало проседать. Но тем не менее, это все равно еще очень плавно. И плюс, ну, кого не устраивает такие просадки 60-49, можете просто залочить на 45, там есть в настройках, и будет у вас абсолютно стабильная игра. Опять же, если у вас там что-то грузит еще на фоне, не знаю, какие-то задачи, или, не знаю, вы там играете с наушниками, с геймпадом, там Bluetooth, возможно, тоже что-то жрет. Я точно не особо разбираюсь. Ну, можете залочить на 45, и будет вам счастье. Вот 30, да, там уже, ну, игра такая. Ну, конечно же, тоже. Многие люди играют, но не жалко. К ним быстро привыкаешь на самом деле. Но, тем не менее, если вы хотите комфорта, то 45 оптимальный вариант, если не вытягиваете 60 полный. Так, там какая-то стрелянина, а я тут смотрю на баланс. Там еще, кстати, да, еще балансированный режим, есть какой-то режим игры. Ну, давай игровой режим Pro включим. Не знаю, правда, что изменится.
Вроде ничего. 50 FPS. Что за стимулятор? Что это за... флешка типа? Так, не-не-не, верни мне обратно это. Хольгер. Какой еще Хольгер? Ну, хоть РПК у нас нормальное название. Ну, тут же это R100, R57 называется как-то там. Не помню как, как-то странно. Ну, в общем, все оружия тут почему-то жесткие, сковерканы в Call of Duty. Ну, я так не знаю даже. Это жадность разработчика или это какой-то прикол, как машины в GTA называть. Тоже смешными именами. Ну, так как в GTA это обосновано, то что ну, автоконцерны не хотят, чтобы их машины там взрывали, чтобы ими сбивали людей, на них делали преступления. Типа это вредит их имиджу, рекламе. Ну, по крайней мере, так говорят. То ну, в оружии я хер его знает, что мешает более настоящее название написать. Тем более, ну, оружие это как бы тоже такая штука неточная. У всех свои модификации, там, миллионы названий, там, не знаю, год выпуска, другой калибр уже полностью, ну, меняется. Индексы, наименования. Это враг сзади, я тут. Так, я думал вам побыстрее все показать, но что-то игра у нас задалась. Ваш союзник отправился в ГУЛАГ. Там он Ой-ой-ой. будет сражаться за право вернуться в бой. Это ж я вроде выбрал не Warzone, то есть не Warzone Mobile, как бы, а полный на 120 человек, да, режим, а то я что-то не помню. Или это уменьшенный на 60 человек. Газ рядом с Блять, вами. надо будет Безопасная пересмотреть. зона сместилась. Ну вот да, вот смотрите, какой-никакой экшен-то происходит все-таки, тут какие-то перестрелки. Вот когда я играл в PUBG, абсолютно вообще ничего не происходило. Черт. Убил гада. Убил гада. Как видите, Приближается газ. русскую озвучку тут никто не отменил из-за действий державы-агрессора. Ну да, ладно, я не из тех людей, кто повернут на мовном вопросе. Вы могли ли это уже понять? Все-таки считаю, что наши враги это не язык. Ладно, не будем об этом сейчас. Долгий спорный вопрос, на самом деле. И те как бы правы, и те как бы правы. Ну, типа у меня какие-то заряженные, судя по скинам, да? Да, кстати, что забыл сказать. Кто не знает, Warzone Mobile, то есть данная игра, связана с компьютерной версией. То есть и прогресс, как бы и прокачка оружия там засчитывается и туда, и туда. То есть вы можете прокачивать оружие, сидя на унитазе. Что я вам, кстати, не советую долго играть, сидя на унитазе, то что потом будет геморрой и задолбаетесь лечить жопу. И, ну, в целом это работает очень круто. Я хотел бы побольше таких игр. Это было бы классно. Там Arena Breakout Infinite еще выходит. Тоже хочу снять на нее пару обзоров. Сука, злякався стрельбы. И, не знаю, было бы там, наверное, круто, если тоже прогресс какой-то шел бы туда и туда. Хотя, с другой стороны, все-таки, наверное, нет. Там, наверное, сильно будет отличаться версия. А может быть, не сильно. Не знаю. В общем, мы поживем, увидим, что там придумают наши китайские друзья. Завалил. Кто это? Видел уже этого героя. Я не особо знаю в лоре. Call of Duty. Call of Duty для меня... Что это такое? Вон, блядь, шахеды какие-то летают. Ой, нет, там Байрактар. Шахет, это у нас дрон. Камикадзе. Вон, бомбят Бомбас. Вы видите это, блядь? Вы видите? Кто там бомбил Бомбас? Вон, дроны какие-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сука, нет, 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 нет. Блядь, завтыкал на секунду с вашими дронами. Ну ладно, как видите, если... Пепес только что-то подсел. Ну, видите, короче, что самое главное. Игра идет прекрасно. Короче, 4 градуса, игровой режим Pro. Не знаю, правда. Осталось 10. Так держать. Не понял, что мы проиграли. Раз мы проиграли, но это Ты прикинь, а так все хорошо шло. Так.
Моя рожа что-то в отражении блеснула. Я хочу быть инкогнито. Я пожилой человек, мне 30 год. Фух. Ладно, всем спасибо. Собственно, возможности телефона вы увидели. Счастьечка, здоровечка. Хорошенько доехать всем до дома. Играйте в хорошие игры. Мобильный гейминг, конечно, наверное, не всем хорошие игры. Но, тем не менее, лучше, чем ничего. Ну, в меню. Что тут разный FPS показывает? Тут. Наверное, тут немного отстает. Но, тем не менее, как видите, играть можно. OnePlus 9 стоит недорого. Бэушный, ну, относительно. Так что вы можете взять там OnePlus 6, не знаю, OnePlus 7, 8. Они вообще стоят там $150 можно найти даже на OLX. И будет у вас прекрасный, мощный смартфон. Очень рекомендую к покупке.